я не помню вообще, как называются все те игры, в которые я играл. Я даже не помню их количество. Это, в общем-то, не важно совершенно. Главное, что сколько я потратил на них времени. Я даже ненавижу себя за то, что вот потратил так много времени просто на тупую игру. И все, в принципе, все почему я это делал. Даже не так. Я тратил деньги. Но я совершенно не жалею о потраченных деньгах. Я работаю на вполне прибыльной, перспективной работе. Поэтому это для меня не совсем важно. А вот время... Да, в общем, почему я вообще, в принципе, начал играть? И играть не в просто так игры, ну, как бы, какие-нибудь там, а именно в игры космической тематики. Все потому, что я когда-то в школьной библиотеке нашел книгу, фантастику. Кажется, она называлась «Луна», что-то там «Хозяйка». Я прям помню, как я становился первооткрывателем космическим, как моя нога наступала на поверхность Луны, как я завоевывал Вселенную. Это превратилось для меня в настоящее пристрастие. Я даже хотел в институт поступить на астрономию. Ну, понятное дело, кому оно надо? Меня, естественно, отговорили. Но я ведь мечтаю. Я хотел как-то быть поближе к своей мечте. Но то работа, то учеба, то еще что-нибудь, то лень. Я все откладывал. И я начал играть. Сначала в одну игру, потом вторую, третью. И через какое-то время я понял, что вместо того, чтобы приближаться к своей мечте, я тупо начал играть. Мне начало нравиться просто играть. За то время, пока я играл, я, наверное, даже работая на своей нынешней работе, я мог бы добиться каких-нибудь реальных результатов в астрономии. Открыть планету или астероид и назвать его своим именем. Но я даже и телескоп не купил за все это время. Там, тара-та-та-там, тара-та-там, тара-та-та-там. Не знаю. Ну там еще Oh man, oh man, oh Знакомое man, что-то. oh. Ну, в общем, смысл в чем? Она вроде бы такая хорошая, там о любви, А о это... всем. Как ее? Ну, короче, мы с парнем ее постоянно слушали, а потом решили клип посмотреть. А там в клипе, ну, там мужики. Ну, короче, клип о мужской любви. Сегодня как раз очередной муж решил развестись с женой. Он осознал, что он гей. Лихорадка какая-то. Ну, она его старше лет на 20 и богаче. Он то ли музыкант, то ли художник. Все ясно с ними. Ну, так творческий, это еще нормально. Да я тебя умоляю, это как мой дядя Алик. Такая жена его сама выгнала, он теперь в гараже со своими картинами бухает. Кстати, а вот те картины, что у тебя дома, где ты их покупала? Это не мои, они остались еще от прошлых жильцов. Я вот, кстати, в детстве тоже в художку ходила. Несколько лет даже. Любила рисовать. Я вот тоже люблю рисовать. Примитивизм в стиле пофигизма в рабочее время.
Иди сюда, иди сюда. Дай. Молодец, хороший пёс. Давай, играй. Кидай мяч. Давай. Вот так, молодец. Давай. Вот, а заменить... Человек булочки не доедал там, Да, чтобы да. насобирать на айфоне. Да. Не, ну обычно у меня просто есть знакомые, которые из кожи вон Кредиты там лезут, брали, кредиты да. берут, а на вторую неделю разбивают айфон. Ну, это реклама очень хорошо действует. Это как, знаешь, iPhone такая, как какой-то маркер, что ты такой богатый, успешный человек. Вот. То есть, ну, они, как внушили, что если ты возьмешь iPhone, то есть ты станешь таким успешным Да, но человеком. просто я так ругалась, что у меня все такое хорошее. Так у меня эти скитера, мне их купили, наверное, в классе 6. У меня они до сих пор, и я иногда их до сих пор могу иногда одевать, обувать. Альфа кто-то смотрел? Альфа, я слышала, но я не смотрела. Очень смешной. Он для того времени был инопланетянина, да. Там играл Карли Да, какой-то, всё, он я в этом поняла, костюме. я поняла. И он пытался постоянно кота съесть вот этого Я не смотрела, хозяйского. но тоже слышала. У нее еще был это такой, как этот круг такой, типа металлический, диск заточенный. Который на металл? Ну да, она как-то метала, и он типа возвращался. Я Типа вообще супер. не помню. Я Типа, помню, что она там дралась со всякими Да. мужчинами. не, ну то Что да. она такая божественная женщина из этих всех. Вот. Ну а я вспомню, я ждал этих выходных, когда мультики будут. Мультики, Да. да, и ты Да, раньше всех Готовишься, там просыпаешься, уже да, там целый да. день, это все, выходные, удали. Стыдно признаться, что ты... Я просто даже Санта-Барбару не застала. Не, ну я так не смотрел. Ну родители, может, смотрели. А Дикую Розу я смотрел, да. Я Да. из Санта-Барбары смотрела, может, 1 или 2 серии, ну, осознанно. Осознанно. Самое страшное, что я до сих пор помню имена Да. Да? и музыку. И я на него смотрю, говорю, какой ты был в 7 классе, что такой же самый, ну таких размеров. Он говорит, да не, ну мне на вырост брали. Да. Трусы на вырост. Когда-то мы хотели с моим другом снимать фильм, я взял какой-то рассказ такой неизвестный, ну вроде как мне казалось, неизвестный. Вот. И, да, Оказалось, ну, какой-то, да, оказалось, что... Самый известный. да, ну А какой-то так там всегда, ты думаешь, что да, ты... что, типа умный, там никто не читал, это на самом деле все нормальные люди читали. Вот. И сделал такой, типа, сценарий, вот, что-то там еще добавил, и мы ходили там, искали, где это можно снять, в каком-то заброшенном доме, там типа гостиница, там какой-то такой сюжет. Вот. Еще я помню, что-то собирал на камеру, чтобы купить. Пленочная вот такая была камера Sony там. Да, так как-то и не досняли что-то. А потом я помню, взял камеру, значит, куда-то, то ли на речку, то ли что-то начал снимать и утопил ее. Да, но она у меня упала, так выскочила, там немного воды было, но уже все. И оно так у меня что-то лежало, я так думал починить. А потом уже Так, время... можно же было, ну, может, разложить.
Привет. Привет. Посмотри, Что это? ты посмотри. Ничего себе. Твои рисунки. Я не думала, что ты так умеешь рисовать. А я вот хотела бы